Вот наши новорожденные. Один малек уже проявляет бурную активность. Лазит по стенкам. Второй пока стоит и дышит. Раздышивается, раздыхивается. Возможно, он родился позже. Вот так вот изучает мир, в который он попал. Папа с мамой. Плавают вокруг. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в Алма-Аты дискус-центре тема про скатов. Дело в том, что дискус-центр начинался со скатофермы. Сначала это название было весьма условным, потому что скатоферма – это место, где родится скот. Но вот 10 августа 2022 года у нас родились эти замечательные малыши. Мальчик и девочка. Антонио и Аманда Васильевичи. Вы видите исторические кадры, в смысле из архива, и снятые в другом формате. Прошу немного потерпеть. Первая наша забота была научиться их кормить. Подобрать детскую еду. Начнут кушать, будут жить. Мы резали им мидию на мелкие кусочки, давали мотыль, давали трубочник. И в первый же день утром, когда наш сотрудник кормил скатиков мотылем, он полез рукой убрать мотыля, залетевшего в дыхательное отверстие Аманды. Новорожденная девочка без колебаний ударила обидчика по руке хвостом с шипом. Рука онемела, и онемение начало спадать только после обеда. Так что вопрос, как перевести ската в другой аквариум безопасно для него и для вас, не праздный. Ну, наконец. Самец резким рывком забрался, улегся сверху на этот шарик из мотыля. Прозевал я, не успел снять. Вот он, сам как блюдце это. И сейчас посмотрим. Вот он мотыль. Наверное, что-нибудь пожевал, я надеюсь. Но вылез. Когда скатики научились хорошо кушать и подросли, мы подселили к ним молодых дискусов собственного разведения. Дискусы научились съедать мидию до того, как она упадет на дно, а скаты стали доедать фарш у дискусов. Жили очень мирно и дружно. Дискусы совершенно не боялись скатов и выхватывали еду буквально из-под мантии. Но в 5 с лишним месяцев мы решили больше не рисковать и отсадили дискусов. Мы не будем рассказывать о том, что новый аквариум должен быть хорошо подготовлен. Биологии должно быть достаточно, и нейтрифицирующие бактерии должны быть раскормлены. Лучше, чтобы была протока и так далее. Это вы все знаете. Ведь вы подписались на наш канал и посмотрели видео, как правильно обустроить аквариум. Вы знаете, что такое азотный цикл и умеете проверять воду на аммиак, нитриты, нитраты. Мы просто покажем, как мы это сделали, как мы пересадили скатов. Итак, Антонио с Амандой, последний день в этом аквариуме. Если все получится, то сегодня Антонио переедет в офис. Да, я пришел на тебя посмотреть. Ты сразу слез ко мне. Да, я тоже тебя люблю. Как говорят американцы. Когда надо или не надо. Антонио переехал первым в этот аквариум. Вы поняли. Это монтаж. Пока. Джонни,
Я хочу, чтобы у нас был бэйби. Сегодня. Сейчас. Сейчас. Но это невозможно. Моя дорогая, всему свое время надо сначала пожениться. Ты меня обманываешь, Джонни? Ты не хочешь бэйби? О, В твоих фильмах люди целуются, а через минуту у них появляется бэйби. Мы с тобой столько уже целовались. видишь ли, Диана, как тебе это объяснить? Это называется монтаж. Ну, люди сначала целуются. Потом проходит время, ну это может быть месяц, может быть год. Потом они женятся. Проходит еще время, и у них появляется бэйби. Так вот, в синематографе все это время выбрасывают. Делают монтаж. Поцелуй, свадьба и бэйби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Предлагаем сначала посмотреть, как адаптировался Антонио к новому аквариуму и что делала Аманда, оставшись одна, и насладиться волшебными, завораживающими движениями скатов. Итак, Аманда переезжает к Антонио в офис. Валера храбро, одев перчатки, бросился ее ловить. Так, берем вот эту емкость, контейнер. Вот мои перчатки и крышка. Я тебе подам. На улице дежурит скорая помощь на случай непредвиденной ситуации. 2 санитара. Ветеринарная помощь. Погружаем емкость. Ты не взял сачок. Дать сачок? Не, я крышкой сразу. Единственное, я ее сейчас оттесню. Так она в углу будет сидеть и не пойдет в контейнер. Нам ничего не видно. О, нам видно. Валера храбро пытается с помощью крышки перевести Аманду на сторону входа в емкость. Теперь крышкой будет загонять. Ласково, ласково, давай. Аманда очень опасный зверь.
Все, сама пошла. Не поняла, что это такое. Теперь чуть-чуть приподнимай и выпускай в воду. Ага. С Амандой даже легче Не торопись. получилось. Это с опытом легче получается. Если Антонио А не с Амандой. перевернулся, то я ее правильно загнал здесь. Не торопясь, сливай. Меньше, меньше, меньше воды, Валер. Ну, Я уже выше поднять не могу. вытаскивай на бортик. И я буду помогать. Встреча Аманды и Антонио после недельной разлуки. Вау, что за течение? Антонио, ты здесь? Аманда в шоке. Антонио показывает, как надо. Все, оставляем ее привыкать. Пока что выключим свет, чтобы уменьшить стресс. Полеты во сне и наяву. Говорят, можно вечно смотреть на огонь. А я бы вечно смотрел на скатов. Их движения успокаивают.
Теперь давайте посмотрим, как кушают дети и как кушают взрослые. Ну, кто следующий? Может, наелись уже? Ну что ж, уважаемые зрители, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось смотреть на скатов, мы должны об этом знать. Пишите ваши комментарии. И смотрите другие видео на нашем канале. Там много интересного, красивого и познавательного. До новых встреч!